Приветствую всех на канале Сад Огород своими руками. Сегодня мы выкапываем клубни луковицы гладиолусов. 50 дней назад мы обрезали отцветшие соцветия и дали такой срок клубни луковицам для их хорошего вызревания. Чем лучше вызреет гладиолусы, его клубня луковица, тем лучше он будет храниться зимой и тем больше полезных элементов он накопит для последующего цветения в следующем сезоне. Для выкопки нам понадобится, естественно, лопата. Чуть-чуть подкапываем. Все похоже на выкопку лука, репчатого, чеснока и так далее. Ничего сложного. И все это очень просто. Главное, друзья, соблюдать сроки выкопки, дать луковицам хорошо вызреть. И дальнейшее, что сейчас я буду показывать, тоже необходимо выполнять. Отделение деток, обработка. Как можете видеть, на клубне луковицы очень много деток. Это так называемые клубнепочки. То есть то, чем гладиолусы размножаются. Мы это аккуратненько отделяем в отдельную посуду. Ну, естественно, вот самые мелкие, не вызревшие мы сохранять не будем. И использовать в следующем году их тоже не будем. Выберем самые такие подросшие, самые большие. Вот такое, вот такое. Это мы все оставим. И будем таким образом увеличивать количество посадочного материала. Высаживать на наши клумбы. Смотрите, по центру остался вот такой старый остаток клубни луковицы. Тот, что отцвел. Мы его стараемся удалить сразу. В некоторых случаях старый клубень хорошо отделяется, на некоторых сортах отделяется очень плохо. Дочищаем остатки деток, которые удерживались за счет старого клубня, и обрезаем корень. Вот так. Он не нужен, потому что все равно во время хранения корневая система оставленная будет подсыхать, и естественно она будет не способна уже в любом случае в следующем году. Ну давайте еще немножечко почистим. Следующий очень важный момент, который интересует многих цветоводов, это мыть или не мыть. Мы всегда моем, в принципе. Особенно, если вдруг выкапывали гладиолусы в плохую погоду. Допустим, грязь была, много грязи на них и так далее. На некоторое время раскладываем или на газоне, или просто в ящике на солнышке, чтобы они подсохли. Достаточно под солнцем, в принципе, полчаса-час. После того, как клубни чуть-чуть подсохли, мы их обрезаем от листьев. Листья обрезаем. Обычно мы листья у клубневых, у луковичных не обрезаем для того, чтобы был отток органического вещества из листьев в орган размножения. Однако сейчас нет времени ждать этого, потому что уже на носу зима. 4-5 сантиметров оставляем, и все это прекрасно делается секатором или острыми ножницами. Аккуратненько в ящичек с подстеленным картоном. Вообще с закладываемыми растениями на хранение нужно обращаться очень-очень аккуратно, чтобы они не побились. Пока основной объем гладиолусов подсыхал, мы помыли детки, тоже их просушили в отдельной посуде и развели фунгицид Максим. Друзья, если у вас нет Максима, я ссылку оставлю. Это препарат, который помогает храниться луковицам, клубням и другому посадочному материалу, закладываемому на хранение. 10 мл, здесь около литра воды. Можно в растворе Максима замачивать, что делают очень многие огородники. Но мы этого не делаем, потому что точно так же можно развести небольшое количество и просто обработать вот так вот поверхностно, как клубни картофеля семенного, чтобы они не гнили, так и в принципе клубни тех же гладиолусов мы обрабатываем
поверхностно, только единственное, что нужно их переворачивать. При замачивании надо много раствора, но там действительно качественно получается замачивание. При обработке поверхностно нужно постараться переложить их, потому что Максим это препарат контактного способа действия. Он будет действовать на различные виды гнилей, на паршу, на прочее, только там, где попадет препарат. Но еще раз говорю, клубни перед опрыскиванием Максимом должны быть сухими, чтобы концентрация не нарушилась. И буквально пару слов о том, как их хранить сейчас после подсыхания. Мы их поместим в картонную коробку и в течение месяца будем сохранять при комнатной температуре. Затем температуру необходимо понизить до плюс 5, плюс 8 градусов. Это именно та температура, при которой гладиолусы лучше всего хранятся в течение зимы. Ну а на весне уже будем тогда продолжать выращивание. Осенью гладиолусы никто не высаживает. Но если вы хотите высаживать осенние луковичные либо клубневые цветы, то можете присоединяться к нам. Мы совсем скоро будем высаживать очень красивые тюльпаны, гиацинты, нарциссы и некоторые другие осенние цветы. Я ссылку, кстати, на хороший посадочный материал из Голландии оставлю внизу в описании под этим видео. И вы можете заказать в интернет-магазине Florium. Сейчас у них хорошие скидки. И плюс ко всем скидкам, какие действуют в интернет-магазине, вы можете ввести промокод «Наша дача» и получить дополнительную скидку 10% на весь посадочный материал из Голландии. Так что переходите по ссылке в описании, смотрите, если что-то понравится, заказывайте и будем выращивать вместе с вами. Совсем скоро начнем высадку. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всем красивых цветов, хорошего настроения, крепкого здоровья и мирного неба над головой. До свидания.